В данном видео присутствует ненормативная лексика. Non, attendez un peu. Il est inutile d'attendre 24 heures et je n'ai aucun conseil à demander. C'est tout décidé, je sais ce que j'ai à dire. C'est non, non, en aucun cas. Что для вас самое главное во время просмотра фильма? Размер экрана? Это спорный момент. Ведь если фильм действительно интересный, то неважно, где вы его смотрите, на малюсеньком кухонном телевизоре или на экране IMAX. Погружение в той или иной степени работает везде. Качество картинки? Да, это важный фактор. Но вы же прекрасно помните, как мы смотрели тысячи фильмов на VHS-носителях, и никто даже не задумывался об этом. Звук? Согласен. Здесь составить конкуренцию хорошей акустики кинотеатра сложно. Ведь если зрительный зал проектировали под размер экрана, то и звук в нем должен быть отменным. Есть еще один фактор, который, на первый взгляд, совсем ничего не решает. Перевод, а если точнее, озвучивание фильма. Конечно, если речь идет об отечественном кино, то все понятно. А вот когда мы смотрим иностранный фильм, то здесь все гораздо интереснее. Ты понимаешь слова, которые выходят из моего рта? Сейчас для широкого проката фильм дублируют, то есть из звуковой дорожки полностью удаляется голос самого актера, и мы слышим голос актера дубляжа. Ипикай, ублюдок. Но были времена, когда мы знали, как звучит голос Шварца, Сталлоне и Уиллиса. Вместе с ними мы всегда слышали голос переводчика. И сегодня я предлагаю вспомнить тот самый перевод. Ипикай, motherfucker. Тут ты ошибаешься, сука. Показывает канал Видеодром. Стиратель. Когда-нибудь, Абу, все переменится. Мы с тобой будем богаты, мы будем жить во дворце, и у нас с тобой не будет никаких забот. Впервые я познакомился с одноголосым переводом в 6-летнем возрасте, летом 92-го года. Я был в гостях и там увидел видеомагнитофон. Это было чудо. Спорт и фильмы на одной кассете. ВХС. Чудо для меня заключалось в том, что можно было смотреть не то, что идет, а то, что хочется. Целый новый мир. «Аладдин» — первый мультфильм в моей жизни с одноголосым переводом. Что удивительно, у меня не возникло вопросов, почему же всех героев озвучивает один и тот же человек. Это было как-то очевидно. Но после этого просмотра я до сих пор не могу смотреть историю уличного босяка в другом переводе, кроме как Михалева. А твоя борода, она такая кривая. Как и сотни других фильмов, где переводчик прибавлял неуловимую атмосферу, которую чувствуешь только ты. Я так не думаю. Откуда вообще взялся одноголосый перевод? Дело в том, что на рубеже 80-х-90-х годов прошлого века в нашей стране официально не озвучивали многие зарубежные фильмы, а их количество, как вы понимаете, росло с каждым днем. И вот как раз тогда с появлением нелегального рынка видеокассет появились люди, чьи голоса мы с вами помним и сейчас. Особенность одноголосого перевода — это то, что раньше он осуществлялся в лайв-режиме. То есть переводчик садился перед микрофоном и озвучивал фильм с одного дубля, на слух, и до момента записи он не смотрел и ничего не знал про этот фильм. Переводить этот фильм я буду с первого раза. Я не смотрел его раньше. То есть все соответствует тому, как это было раньше. И восстали машины из пепла ядерного огня. Многие ругали Леонида Володарского за большие паузы, задержки во время перевода. Но попробуйте сами ради эксперимента прочитать на запись написанный текст. У многих это не получится с первого раза. А здесь человек должен мгновенно перевести и озвучить фильм, без права на ошибку. Это еще что? Сукин сын, чтоб тебя черти взяли. Леонид Володарский, пожалуй, самый известный голос эпохи ВХС. Но я, на удивление, смотрел в его переводе один, может быть, два фильма. И для меня его голос — это скорее легенда, но не личные воспоминания. Киборг-убийца. А вот те, кто ходил смотреть кино в видеосалоны, скажут, что именно он делал большинство переводов. Вулверин. Бандит. Гроза. Естественно, никаких прищепок у переводчиков не было. Говорят, что голос немного изменяли на записи, ведь вся эта деятельность была нелегальна, и причины так делать действительно были. Давно пора, хули ты так долго? Ох, она, шалава. Алексей Михалев прославился не просто за перевод, но еще и за добавление в текст эмоций, смешных фраз и словообразований. Поставь мою машину. Чувырла. Ах, чувырла? $10. За стакан лимонада с меня? Черт возьми, ублюдки, а?
Ну, Михалев вообще не подражаем в своей экспрессии, в своих эмоциях. То есть это тот человек, который очень любил играть голосом. Даже какой-то плохой фильм старался своим переводом как-то улучшить, что ли, чтобы было интереснее смотреть. Добро пожаловать в Америку. В смысле, чем не могу быть полезна? Можешь. Ну так скажите, что мне для вас делать? Начни с того, бля, что эту улыбку, бля, со своей розовой мордой, бля, запихни себе в жопу, бля. Самый запомнившийся мне момент из детства вот этот. Черт возьми, ты в порядке? Человек уже умер, а то, что он сказал, мы узнали после. Черт возьми, ты в порядке? А как вам такой перевод? Скорпион и ниже нуля. Есть еще один вариант. Это Скорпион и Морозила. Морозило? Как это возможно? И после этого перевода люди между собой называли Сабзира и Холодило, и Морозильник, и просто Мороз, и даже Холодильник. А ведь сценаристы не вкладывали такой смысл ни в один из фильмов. И за эти эмоции нужно благодарить только переводчиков. Например, коронную фразу Джона Маклейна все переводили по-разному. Ублюдок. Сукин сын. Ей, придурок. Пока, ублюдок. Ладно, подожди, мать твою. Ты еще удивишься, сукин сын. Конечно, все было не так весело, как может показаться с первого взгляда. С одноголосым переводом у многих связан и негативный опыт. Суть в том, что когда ты покупал пиратскую кассету, а лично я покупал их часто, то ни ты, ни иногда даже продавец не знал, какой именно перевод в фильме. И начиналась игра в лотерею. Подобная история произошла у меня с фильмом «Матрица». Я купил кассету до ее официального выхода, потому что очень хотел посмотреть этот фильм. Включил и не понял не то что смысла, я не понял ни одного слова. Просто потому что переводчик был записан тише, чем оригинальный звук фильма. И мой пример не единичный, думаю, и у вас бывало подобное. Я просто хотел дать тебе по морде. Я сама дам тебе по морде. У Гаврилова был, например, 5-й эпизод «Звездных войн». Империя наносит ответный удар. Я не знаю, под каким приходом он делал эту озвучку, этот перевод. То есть там больше 50% фраз персонажей вообще как бы совершенно не то, что они говорят, что-то придуманное из головы. А Вейдер, он силен? Вейдер? Ну да, не очень, но да. Через пару дней я обменял кассету «Матрица» на что-то другое. А когда вышла лицензия, я просто влюбился в дубляж этого фильма. Убить вас с наслаждением, мистер Андерсон. И вот как раз «Матрицу» я не могу смотреть в одноголосом переводе, потому что все имена в фильме произносятся не так, как мы с вами привыкли. Морфей? Что со мной происходит? Ты избранный, Нео. Да, может быть так правильнее с точки зрения произношения, но «Нео» звучит гораздо лучше, чем «Нео». Морфеус дерется с Нео! Но у большинства воспоминания, конечно, положительные. Ведь сколько раз я сам переписывал кассеты у друзей только из-за перевода. Ты, сука, бля, мать твою, не смей мою шайбу трогать! «Счастливчик Гилмор» — это вообще отдельная история. Перевод здесь — это полфильма. Держись от меня подальше, а то заплатишь. Запомни, что я тебе сказал. А говна печеного не хочешь поесть? Я тебе сам наложу, сам испеку. Что скажешь? Кстати, Гилмора озвучивает Павел Санаев. Также в его переводе Эйс Вентура преображается до неузнаваемости. В день нашей первой встречи на вашем ботинке было белое вещество, которое появилось за цемент. Вчера видел такое же вещество около пещеры, где держали мышь. Внезапно до меня дошло, что большая белая мышь дает много белого гуана. Вот во что вы вляпались. Вот что было у вас на ботинке. И мышь оставила отметины на вашей ладони. А как же убрать перископ? Меня зовут Чечевица. А меня Нитро. Привет. Клевая кличка. А как тебя на самом деле зовут? Нитро. А когда вышел «Пятый элемент», именно перевод Гаврилова был на лицензионной видеокассете. Лилу Минайлека Барибала Минчай Чаек Бэддесабат. Очень хорошо. Гаврилов мне всегда нравился, потому что из своего подхода, то есть как-то вот все переводы, которые я у него натыкался, они как-то более качественно были сделаны, чем у других в плане самого перевода. А в плане самой озвучки это, конечно, дело как бы вкуса всегда, но мне всегда нравился именно вот его голос больше, чем все остальные. Тогда давай прямо сейчас начнем убирать это отсюда к такой-то матери, а? В каком вы были университете? В университете отсоси.
В начале 2000-х с появлением DVD-плеера я покупал уже не кассеты, а диски, на которых могло быть несколько переводов, и зачастую какие именно писали на коробке. Так произошло с фильмом «Криминальное чтиво». На обратной стороне было написано в переводе «Гоблина». Я сразу передумал брать именно этот диск, потому что знал, что Гоблин переводит, меняя смысл фильма и добавляя кучу юмора. Как раз в то время «Властелин колец» в его переводе пользовался бешеной популярностью. Удивляюсь я с тебя. Колечко-то ворованное. Нельзя его нам использовать. Не по-честному это будет. Ой, только бомжей спросить забыли. Но тут, что удивительно, мне помог продавец, который объяснил, что в этом фильме перевод Гоблина — это не изменение смысла, а дословный перевод, мат и атмосфера. Я поверил дяде и не ошибся. Что с ней? Передозняк. Убирайте ее отсюда. Несишь приз. Пошел ты нахуй. И ты тоже пошел нахуй. Позже в компании одноклассников я посмотрел «Большой куш» и «Карты, деньги, два ствола». Фильмы, которые невозможно смотреть в другом переводе. Только Дмитрий Пучков. А теперь... съебали отсюда. Сегодня одноголосый перевод скорее исключение, чем правило. Да, фильмы в переводе легенд эпохи ВХС иногда появляются. Например, «Кунг Фьюри» есть и в переводе Дмитрия Пучкова, и Леонида Володарского. Game over. Game over! Сейчас в сети можно найти переводы на вполне современные фильмы. И, надо сказать, преимущества одного переводчика в сравнении с дубляжом слышны сразу. Слушайте, я знаю, почему вы проводите свои занятия по групповой терапии лишь при дневном свете. Я знаю, почему вы боитесь выходить ночью. Бэтмен. Бэтмен, к сожалению, показал вас Готэму в истинном свете. Кстати, голос Юрия Сербина один из моих любимых. Я вернусь. Нередко поклонники того или иного переводчика платят деньги за то, чтобы насладиться фильмом в своем любимом переводе. Человек меня попросил просто вот я хочу, говорит, вот именно, чтобы с твоим переводом, с твоей озвучкой был фильм «Стой, или моя мама будет стрелять». Я тебе заплачу, мы с ним договорились, как бы, и все, да, вот он проспонсировал, так сказать, один-единственный человек проспонсировал всю озвучку фильма, я сделал, и все это выложил, ему понравилось. Я тоже мочился в постель. А что сейчас происходит в мире одноголосого перевода? На самом деле практически ничего не изменилось. Фильмы и сериалы можно найти в переводе на любой вкус. И студии, которые занимаются переводом и озвучиванием, стали очень популярны. Например, «Кубик в кубе». Мне что-то опять нехорошо. Наверное, попрошу маму заехать и подбросить меня домой. Подбросить тебя? Это будет непросто. Или «Лостфильм». Вот что я скажу. Сиди тут в своей оранжерейке, но мы все равно вернемся домой. Но ты не должен возвращаться. А что же я должен делать? А фразы в переводе «Кураж Бомбей» уже давным-давно растащили на цитаты. Трагедия, трагедия! Рёбаный йод! Бугагашенька. Ох ты ж ёжик! Как и Алексей Михалев, «Кураж Бомбей» адаптирует английский язык под русскую речь. И местные гопники меня не знали, так что они шмонали меня почти каждый день. Иди сюда! Сам откуда будешь, мать? С Бутова? Не, я живу вон там. Мишган! А этого в кепке знаешь я? Не, этого не знаю. Ладно, малой, поехали. Слышь, а есть 5 рублей на минерал? Я для себя давно определился, что одноголосый перевод гораздо лучше бездушного дубляжа. Я в восторге. Конечно, официальный перевод иногда очень хорош, но это бывает редко. Oh, this is so cool. Yo, soy Groot. Кстати, когда голливудские звезды озвучивают персонажей мультфильмов и на это акцентируют внимание в ходе рекламной кампании, то для нас с вами это не важно, ведь в кинотеатрах мы услышим голоса русских актеров. Конечно, многие напишут, что кино лучше всего смотреть в оригинале или с субтитрами, но не все знают язык на таком уровне. А что касается старых фильмов, то я не могу их представить без моих любимых переводчиков. Отличная речь. Конечно же, пишите свои любимые фразы одноголосых переводчиков. А следующий «Стиратель» будет посвящен одному фильму. Старому, жуткому и темному. Что ж, друзья, вот таким получился 4-й выпуск «Стирателя». Я знаю, что вы его очень долго ждали, и мы, честно говоря, тоже. Огромное вам спасибо, и мы завели Patreon. Многие из вас об этом нас спрашивали. Да, проходите по ссылке в описании, те, кто хочет поддержать «Стирателя». Отдельное спасибо тем, кто уже на данный момент нас поддержал. Имена героев сейчас появятся на экране. Огромное всем спасибо. Конечно же, спасибо ВХСнику, Борису, за то, что он согласился принять участие в этом «Стирателе» и поделился своими эмоциями, впечатлениями от перевода 90-х.
На данный момент мы работаем над несколькими видео, одно из них это страшные истории в комментариях, ваши истории. Следующий стиратель уже в пути, уже пишется сценарий, так что ждите, я думаю, что он появится быстрее, чем этот. И, конечно же, большое спасибо вам всем, кто ставит лайки, кто пишет комментарии, кто смотрит. Это невероятно мотивирует на новые видео. Большое спасибо. Пока. Это позже я узнал, что фильм запрещен во многих странах мира даже сейчас, так как содержит в себе особо жестокие сцены и даже убийства животных прямо на экране. Но на тот момент я этого не знал и не придал названию фильма никакого значения. А зря. Ведь на коробке было написано «Ад каннибалов».